Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. В сегодняшнем видео я расскажу про секретные танки World of Tanks Heat, которые были доступны на первом и втором альфа-тесте, или даже один из танков не был никогда доступен в игре, но в будущем их введут, когда подойдет нужный момент. А перед началом просмотра обязательно подпишитесь на канал, не забудьте поставить лайк и обязательно досмотрите это видео до конца, потому что самые интересные танки будут в самом конце этого видео. А теперь начинаем. Я распределил танки от начала до конца по интересности, что в начале будут танки, которые были на втором альфа-тесте и про которые большинство из вас, скорее всего, знает. А в конце будут танки, которые были на первой альфе или даже которые никогда не тестировались, а есть только в файлах самой игры. И первый танк это АГДС, агента Ананси. Он был в классе снайперов на втором альфа-тесте. Что у этого танка основное вооружение это автопушки и дополнительное вооружение это ракеты. Первая способность танка была это просто вы могли стрелять ракетами. Вы нажимаете выстрел и из танка вылетает сразу 2 ракеты. И можно было сделать таких 3 выстрела, если я правильно помню. При использовании второй способности с этого танка можно было выстрелить все ракеты, которые у него были в боекомплекте. Но для этого нужно было наведение. Можно было навестись как на танки, так и самолеты, которые вызывались по способностям. Основная способность агента Ананси была это самолеты Си-130. Способность была достаточно т***чная на втором альфа-тесте. Но сейчас на релизе, когда у нас есть более т***чные способности у некоторых агентов, например, бессмертие агента ракеты, из-за чего т***чные Т-62 БИГ-287 могут всю команду выкосить, и им ничего никто не может сделать, то по сравнению с бессмертием ракеты, самолет Ананси выглядит вообще как какая-то фигня. Но на втором альфа-тесте это была т***чная способность, что если вас начинает стрелять этот самолет, а им человек, если что, вручную управлял, и если он начинал вас фокусить, вы гарантированно умирали и шли до возрождения, потому что от него практически никуда не скроешься, только если под крышу куда-то заехать. Так что если введут обратно эту способность, я считаю, надо ее как-то переделывать, а лучше всего вообще менять на какую-то другую, потому что это будет еще плюс тактичность. Следующий танк, который был на втором альфа-тесте, это еще один Леопард. Леопард 1А1Б, как он в игре назывался. В реальной жизни это Леопард 1А1. Был у агента Блица. Первая способность у него была связана с электричеством, что он ставил специальную такую установку, которая создавала электрическое поле и снимала ХП с противника. По второй способности он вызывал дрон, как он назывался, дрон-вампир, который подлетал к противнику и отнимал у него ХП. И мог восстанавливать то ли ХП, то ли энергию вашему танку за счет этого. Точно не помню, как это работало, опять же, потому что прошло уже более 1,5 лет со второго альфа-теста. И основная способность агента Блица была это ракета с Эми. Что когда вы выстреливаете ракету, танк противника замедлялся и получал урон. И там была типа механика сплэша, и можно было несколько танков вот так зацепить. Следующий танк, на котором можно было играть только на первом альфа-тесте, это М1Р или же Рельсотрон у агента Рэй. Тут мне сказать толком нечего, потому что, к сожалению, мне информации с первого альфа-теста найти не получилось, потому что в то время мало кто записывал видео либо стримил. И поэтому я точно не помню, какие там были особенности, способности танка. Но рано или поздно этот танк в игру введут. Следующий танк это ПТЦ-89К. В реальной жизни просто назывался ПТЦ-89. Это по сути китайская ПТСАУ. На первом альфа-тесте была у агента Арбласт, а на втором альфа-тесте у агента Рэй. Но на втором альфа-тесте на ней играть было нельзя, только на первом альфа-тесте. На первом альфа-тесте способность танка была это тепловизор. В принципе ничего такого, можно было просто включить тепловизор и видеть через дымы. Потому что в то время в прокачках тепловизоров вроде как не было, поэтому вот была способность такая. Основная способность агента была это уже интересней. Это осадный режим, что можно было войти в осадный режим и точность стрельбы становилась лучше. Напоминает механику шведских ПТ из мира залуп. Как по мне, бесполезно, потому что в этой игре даже с большим кругом разброса все летит идеально в точку. Скорее всего, когда этот танк введут, что у него, что у агента будут какие-то другие способности. Потому что сейчас это выглядит максимально слабо. И теперь переходим к более интересным танкам. Это советские танки. И первый советский танк, который был на втором альфа-тесте, это БАТ-4М. В реальной жизни называется БАТ-2. Был у агента Эмбер, но сейчас его, скорее всего, добавят к какому-то другому агенту, потому что в следующем сезоне агента Эмбер будет американский огнеметный танк М1150. Поэтому этот танк добавят другому агенту, потому что у нас концепция в игре у одного агента 2 танка. Больше 2 танков быть не может. Первая способность этого танка
была это ремонт союзников. Вы могли союзникам восстанавливать ХП, но если вы использовали эту способность на противника, то вы ему наоборот снимали ХП. Вторая способность была это активация дополнительной брони. Когда вы активировали эту способность, с бортовой части танка экраны, которые висели на борту, передвигались на лобовую часть танка, из-за чего очень сильно усиливалась броня. И этот танк было тяжелее всего пробить. И плюс у него во лбу никаких модулей нет. И поэтому этот танк очень хорошо танковал. Но при активации этой способности мобильность ухудшалась, что этот танк начинал хуже ехать. Способность была бесконечная, по сути, работала до тех пор, пока не будут разрушены все экраны. Основная способность агента была в то время это Уэмбер, устройство активной защиты. Сейчас эта способность, возможно, будет у нового агента Гамбита, который будет добавлен во втором сезоне. Но пока что точной информации нет. И поэтому способность, скорее всего, изменится у того агента, у которого будет этот танк. Дальше уже идут более интересные танки, о которых еще меньше народу знает, но которые могут добавить в ближайшее время. И это Т-62МС, или в реальной жизни назывался Т-62М. Был у агента ударника. Способность танка мне опять же узнать не удалось, потому что я точно сам не помню, что эта способность сделала на первом альфа-тесте, а информации в интернете найти не получилось. Поэтому, если вы знаете, тоже можете писать в комментариях. Основная способность агента ударника была это вызов вертолета. Это, можно сказать, что-то похожее, как сейчас у агента Абрамса, арт-удар. Только тут не арт-удар, а вертолет будет настреливать урон. У этого танка был барабан на 3 снаряда, перезарядка барабана была 12 секунд, и между выстрелами 3,5 секунды. Как по мне, механика барабана в нашей игре не жизнеспособна, и поэтому хотелось бы, чтобы была бы либо дозарядка, либо просто цикличка обычная. Как оно будет реализовано, неизвестно. Разработчики могут полностью поменять концепцию стрельбы этого танка, потому что, как вы могли видеть в моем шорте на основном канале, у танка Т-72 поменялась механика. У него раньше была цикличка на первый альт, теперь у него барабан на 4 снаряда. Что тоже, кстати, как я говорил в шорте, не очень хорошо. Но там у барабана перезарядка 10 секунд и между выстрелами 4. Это еще более-менее как-то играбельно. И то не очень хорошо, как я до этого говорил. Следующий танк Т-64 БВМ. Или, как он называется в реальной жизни, танк Т-64Б. Этот танк есть в файлах игры, но ни на одном тесте не тестировался. Его в будущем могут дать агенту-ударнику или еще какому-нибудь другому агенту. Никакой информации по сути по этому танку нет, только картинка из файлов игры, и все. И последний танк, наверное, который хотели бы, я думаю, все, легендарный объект 279. На первом альфа-тесте был у агента Атома, на втором альфа-тесте был у агента Ударника, но на нем было нельзя играть. На первом альфа-тесте этот танк можно было получить, выполнив ЛБЗ, которые я до сих пор жду на релизе, но разработчики их все не вводят. И поэтому, вероятно, на релизе этот танк будет выдаваться за ЛБЗ, когда разработчики их наконец-то сделают, потому что это реально очень хорошая награда была бы за ЛБЗ, тем более танк легендарный. В старых танках его ждали сколько лет, и только спустя сколько там 14 лет его ввели 11 уровнем. В итоге он получился куском д***а. Поэтому я надеюсь, в этой игре этот танк получится хорошим и не будет таким как в старых танках. Про способности танка сказать нечего, потому что на первом альфа-тесте, как это странно бы не было, у него вообще не было никаких способностей. И у агента Атома тоже способностей не было, что этот танк он просто был, и все, у него способностей никаких не было. Очевидно, это произошло из-за того, что, скорее всего, разработчики не успели просто их сделать. Поэтому получился танк-агент без способностей. Это, наверное, единственный уникальный случай за всю историю игры, потому что больше нигде я такого вроде не видел. Я хочу предложить разработчикам, как можно реализовать этот танк. У меня есть такие подозрения, что разработчики смотрят мои видео и стримы, потому что некоторые вещи, которые я очень часто и очень много предлагал, были введены в игру. Поэтому я вот хочу предложить, как можно реализовать этот танк, чтобы он получился интересным и не как минимум сделать ему хорошую броню, чтобы он действительно танковал. Потому что в реальной жизни у него была хорошая броня. И танки его времени его не могли никуда пробить. И я хочу также предложить ему интересную особенность. Поскольку объект 279 разрабатывался под ядерную войну, то если бы вдруг произошла бы ядерная война, он мог бы ездить в зараженной местности, и экипаж оставался бы жив и не получал облучения радиации. И поэтому такую особенность я хочу предложить и в нашей игре. Чтобы у этого танка
был полный иммунитет к радиации. Сейчас в нашей игре радиации очень мало. Радиация только есть в тех местах, где взрывается база в режиме превосходства. Но в будущем могут появиться танки, у которых будут способности, связанные с радиацией. Поэтому вот эта вот особенность была бы очень интересная, и тогда этот танк был бы неуязвим к радиации полностью. И способности эти были бы против него бесполезны. И также этому танку можно было бы дать тепловизор по умолчанию. Опять же, я это предлагаю с расчетом на то, что в режиме превосходства, когда взрывается база, вот этот вот желтый дым появляется, и через него ни хрена не видно. Чтобы этот танк мог ездить в зараженной местности и спокойно стрелять, ему нужен тепловизор, потому что через этот желтый дым нифига не видно. Поэтому можно ввести по умолчанию защиту от радиации полную, чтобы он не получал урон, и плюс тепловизор. Ну и плюс показатели по пушке сделать неплохие. И тогда это получится отличный танк и отличная награда за ЛБЗ. И это весь список танков, про которые я хотел рассказать. Больше всего, я думаю, вы ждете вся советскую технику, потому что сейчас в нашей игре советских танков очень мало. Есть 2 советских танка, которые отличные, и новый танк Т-72, который введут 2 сентября во 2 сезоне. Каким он будет, это мы еще посмотрим. Надеюсь, неплохим хотя бы. А на этом я видео, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подпишитесь на канал, если не подписаны. Обязательно ставьте лайки и пишите комментарии, какие вы танки больше всего хотели бы видеть в игре. Также подписывайтесь на мой телеграм с новостями. Всем до скорого и всем пока.